Давай, это Хорошо, просто насладимся процессом. Всё окей. будет хорошо. Итак, всем привет. Это подкаст «Ньюген». Сделаю небольшое представление. Меня зовут Игнат. Я владелец маркетингового агентства «Ньюген», международного маркетингового агентства. Напротив меня сидит Ульяна, она проект-менеджер в нашем агентстве. Всем привет. Ульяна, спасибо, что пришла к нам Спасибо, что на позвали. наш первый подкаст. У нас сегодня достаточно такая спорная тема. Это идея дешево и реализация дорого. Мы с тобой начали спорить даже до подкаста насчет этого. Это правда. Да, мы как раз сегодня обсудим максимально детально эту тему. Я надеюсь, ты расскажешь что-то новое нам про это. Ну и я в том числе. Мгм. Почему я вообще придумал эту тему и решил записывать подкаст именно на нее? Вообще, на самом деле, я за все время встречался с огромным количеством предпринимателей, как-то я даже считал, сколько встреч у меня было, и я насчитал, ну, за все время, вот сколько я примерно встречаюсь в год, я посчитал около 500 с чем-то встреч. Это те встречи, которые происходили с малым, средним бизнесом, крупным бизнесом. Достаточно большое количество встреч, и более того, я в конце еще расскажу более глубокую, да, идею того, почему я решил такую идею выбрать. Вот, но вообще достаточно много предпринимателей, когда начинают свой бизнес, да, открывают или что-то запускают маркетинг, к нам многие такие приходят. Они придумывают какую-то идею, бывает гениальная какая-то идея, бывает обычная идея, бывает та идея, которая у всех в целом есть, и все по-разному ее реализовывают. И так или иначе, когда ты открываешь какое-то свое дело, очень важно понять, что ты будешь делать, на каком рынке, в каком формате и так далее. Но при этом важно это грамотно реализовать. И очень многих проектов есть проблема того, что либо идея не очень хорошая, да, и очень сложно реализовывать. Какая бы ни была реализация, идея изначально сама по себе не рабочая. И второй вариант– это когда идея отличная, но реализации либо нет, либо она некачественная. Я хочу с тобой поговорить насчет именно процессов и того, как ты видишь это, потому что когда к нам приходит какой-то клиент, так или иначе берешь работу его ты, да, то есть ты распределяешь задачи по команде, смотришь, что будет происходить, изначально углубляешься в какую-то проблему бизнеса, и, как мне кажется, изначально знаешь, будет оно работать или нет. И мы очень часто, когда, например, к нам приходит какой-то клиент, мы изначально понимаем, оно будет вообще работать на рынке или не будет, Мгм. да, Ну, я бы сказала, что мы скорее не то чтобы знаем, но мы предполагаем и чувствуем, да. Потому что, конечно, опираясь на свой опыт, на насмотренность и на просто человеческую логику. еще часто мы не берем проекты, которые как будто бы не будут изначально работать. Да, очень важно, чтобы человек шел на диалог. Конечно, если мы говорим про предпринимателя, который родил какую-то гениальную идею и считает, что только она имеет место быть, и, ну, тоже не готов, да, как бы предположить, что нужно что-то скорректировать, что-то поменять, то, конечно, нет смысла даже пытаться, потому что, ну, зачем? В любом случае, конечно, можно взять любой проект, реализовать любую идею. И есть люди, которые платят за это деньги, им даже важнее, чтобы была просто идея реализована, чем результат. Но мы, кажется, с тобой сошлись изначально на том, что мы берем проекты, которые можем реализовать именно успешно. То есть не для того, чтобы просто сделать и заработать деньги, короче. Ну да, ну понятно, что мы говорим не про какую-то гениальную там идею или, ну, не делим их так, да, просто есть какая-то идея, вот про это говорим. Но при этом есть огромное количество бизнесов, в которых изначально, если мы на них посмотрим, да, какие-то крупные бизнесы и так далее, в них как будто бы нет какой-то невероятной идеи, а есть очень крутая реализация. Да, это факт. И причем, если мы посмотрим на наших клиентов, да, или просто на компании в мире, очень часто как раз крупные большие компании, у них очень классная реализация именно. И вот, ну, как мне кажется, по крайней мере, да, такой тоже спорный вопрос. Ну, многие люди могут придумать идею, да. Мы с тобой можем придумать идею каждый день. То есть можно придумывать каждый По день 10 идей. по 10 идей в день можно придумывать. Можно сколько угодно там оценивать объем рынка, смотреть, что будет работать, что нет. Но если ты не умеешь это реализовывать, да, оно не будет работать, скорее всего. И как будто бы поэтому, даже если у тебя супер простая или базовая идея, то есть, например, взять бизнес, который и так работает уже там 100 лет, и просто сделать это лучше, чем Мгм. остальные, то оно как раз будет работать. И здесь как раз идет, вот я когда-то слышал про то, что для начала нужно заработать много денег, а потом реализовывать гениальные идеи.
И я на самом деле с этим согласен, потому что вот исходя просто из моего опыта, сколько бы идей каких-то невероятных я не придумывал или кто-то мне не предлагал, чаще всего это заканчивалось на этапе либо идеи, либо какой-то очень сырой реализации. И, собственно, поэтому оно и не работало. Да, согласна. Но мне кажется, что вот когда мы говорим как раз про 10 идей в день там, и так далее, мы вообще сейчас в такое время живем, что есть смысл реализовать быстро. Можно быть даже все эти идеи реализовать быстро. И да, не факт, что они там все будут эффективны, но методом проб и ошибок в любом случае выбираться. То есть мы все равно, какие бы цифры у нас не были, как много метрик бы мы не смотрели, не опирались на какие-то данные, в любом случае только тестинг помогает, то есть, да, что-то конкретное, какой-то вывод сделать. Да, то есть какая самая частая ошибка, когда есть какая-то крутая идея, мы понимаем, что это работает у наших конкурентов, например, мы понимаем, да, что на рынке эта идея жизнеспособна и так далее, и мы упираемся в то, что мы просто все время ну, реализовываем, до идеала какого-то доводим именно эту одну идею, а потом, когда мы ее запускаем в реальность, она дает отвратительный результат. Получается, что мы как будто бы могли за это время 5 идей реализовать более просто и уже увидеть, какая из них действительно будет работать, и потом уже ее доработать до более идеального какого-то результата или там идеального execution этой идеи. Ну, я бы тут уточнил, что, как я это вижу, да, вот что мы делаем в бизнесе. То есть это так или иначе бизнес, ну, все это бизнес. И бизнес, по сути, если вот давать какое-то определение, это попытка попасть в 1% из 100, Да. да, это всегда так. Ну, то есть есть 99% предпринимателей, которые создают объем, рынок и так далее, и придумывают различные идеи, а есть 1%, который реально зарабатывает деньги и раскручивает свои проекты, и у них все хорошо работает. И по сути, когда ты придумываешь идею или пытаешься сделать какую-либо реализацию, ты пытаешься попасть как раз в этот 1%. И для того, чтобы в него попасть, есть тысяча разных факторов, начиная с объема рынка, да, нужна ли твоя вообще идея этому рынку, и заканчивая как раз реализацией. То есть как будто бы, ну вот то, чем мы занимаемся, да, это как раз когда человек все придумал, все сделал, придумал там бизнес, все построил, да, изначально, у него остался последний этап, именно как раз реализации. Но при этом, когда приходит предприниматель, у которого нету готового бизнеса, то есть, например, малый бизнес, со средним легче работать, согласись. То есть в среднем Конечно. все понятно, как уже построена вся Ну, как структура. бы у них есть опыт, потому что и почему я говорю про тестинг, я имею в виду вот этот метод проб и ошибок, и средний бизнес, и крупный, они уже имеют, да, за плечами что-то проверенное, там, Мгм. пул каких-то идей, которые они уже тестили, они понимают, что это работает, что не работает. То есть, конечно, у малого обычно это скорее связано с идеей, она идет от личного опыта больше и от там как-то личных эмоций. То есть, и чаще всего, конечно, это не работает, потому что клиент очень редко совпадает с владельцем бизнеса. Да, портреты абсолютно разные. Ну, получается, задача там условно маркетинга в малом бизнесе и в среднем бизнесе очень сильно отличается. Потому что, по сути, когда к нам приходит малый бизнес, мы должны дать ему просто понять, что оно будет реализовано, то есть оно будет работать, и это можно будет там условно там масштабировать. А в среднем бизнесе нам нужно именно масштабировать, то есть это два разных этапа. Но при этом, вот почему я все-таки, да, за вот эту да, за вот это За идеальную направление. реализацию? Да, за идеальную реализацию, потому что, смотря на всех наших клиентов, смотря на то, как у меня всегда работало, я понимаю, что вот этот первый этап, он очень важный. Я бы не сказал, что всему бизнесу нужно там, не знаю, маркетинговое агентство или фрилансеры там, да. Очень часто достаточно только протестировать. И люди как бы делятся на тех, кто умеет, да, и понимает, Мгм. каким образом это сделать, и на тех, кто не понимает, как это делать. Собственно, те, кто не понимают, очень часто к кому-то идут и думают, что придя там в агентство или к фрилансеру, да, им дадут ответы на их вопросы и поймут, что вообще необходимо делать. Но в итоге получается ситуация, когда ты приходишь, там, не знаю, к маркетологу или СММщику, да, он говорит, давайте там вести социальные сети, давайте там сайт сделаем и так далее. То есть он изначально не понимает, какая твоя задача. И, возможно, и ты даже не понимаешь изначально, какая задача вот этой идеи и того, что вы делаете там первые 2, 3, 4 Да-да. месяца. Обычно мы пытаемся выяснить это на брифе, конечно, но Да, да, и зафиксировать. но согласись, то, что даже на том же брифе очень редко, когда предприниматель там или бизнесмен приходит к нам, и у него прям есть четкая задача, то есть он явно понимает, на каком этапе находится его бизнес, на Мгм. каком этапе вот эта реализация его идеи, да, и что ему нужно сейчас получить. И если бы к нам приходил там малый бизнес и говорил,
так, ребята, вот я придумал вот такое, вот мы сделали вот это, вот это, вот это, вот это, да, и я просто хочу понять, что это будет актуально на рынке и будет это работать. Вот предложите варианты того, как мы можем это сделать. Чаще всего, ну, разговор не об этом, да, идет, а о Мгм. том, что вот я придумал, и я настолько сильно уверен в этой идее, и даже нет сомнений никаких, Ну, что... то есть нанимают в целом, да, как бы к нам обращаются, и если такой кейс, то, конечно, да, они приходят именно за реализацией. Они не Мгм. приходят там за какими-то выводами или еще чем-то. Они ищут вот руки, которые помогут просто реализовать. Да, но при этом они не понимают задачи этой реализации. Мне кажется, то, что если ты запустил какой-то проект, ты там получил, ну там не 100 продаж, да, а 10 продаж, но понимаешь, что ты можешь подкорректировать там в маркетинге, и как ты можешь сейчас улучшить свой бизнес и маркетинг, и все вообще в этом бизнесе, чтобы было там 1000 продаж, да, Ну, это вот. как раз масштабирование, Да, да. это, соответственно, вот, ну, считается успешным проектом, как мне кажется. То есть ты понимаешь, то, что оно будет работать. И, ну, я, по крайней мере, так вот к этому отношусь. Но очень часто как раз на этапе идеи у тебя представление того, что вот я сейчас вот это запущу, и раз Мгм. уж я обратился там к суперпрофессиональному там маркетинговому агентству или к фрилансеру, который там запустил 10 проектов, да, такое вот тоже есть, там, когда фрилансер там работал на многих проектах, все вот они как-то успешны, но при этом у него тоже есть неудачные кейсы. То есть, условно, по Мгм. мнению предпринимателя, там, да, он приходит, 10 его знакомых там у него с ним сотрудничали, с этим маркетологом, а у него, ну, не сработало. Но при этом вопрос в том, что там задача другая изначально была. Не в том, чтобы сработало, там, ты получил 100 продаж. То есть, как бы эти этапы в начале и в середине бизнеса, они просто отличаются. Но так или иначе, да, все равно возвращаемся к тому, что бы ты ни придумывал, да, вопрос, как ты будешь это реализовывать. И реализация на первом этапе бизнеса там или проекта любого, она заключается в том, чтобы просто понять, есть ли рынок, да, будет ли работать твой продукт и так далее. На Мгм. этапе там среднего бизнеса это масштабирование там, вот этого бизнеса. На этапе крупного бизнеса там узнаваемость и так Когда мы далее. говорим про масштабирование, тут не только про масштабирование бизнеса, если мы говорим про идеи, то мы как раз и идею должны масштабировать. И когда мы говорим про какую-то супер классную реализацию, часто это как раз сразу про масштаб. Это, конечно, как раз и есть ошибка. То есть, почему я говорю про то, что лучше 5 идей, да, сразу реализовать просто, а потом уже выбрать одну, которая как бы проверила свою жизнеспособность на рынке, и ее масштабировать, и уже сделать ее там, довести до идеала. То есть как раз вот про это, потому что изначально есть идея, потом идет реализация, потом масштабирование. А если мы ставим сначала реализацию и с масштабированием практически на одном уровне, да, это, конечно же, неправильно. То есть мы То не есть вот можем... если бы ты, например, запускал какой-то бизнес сейчас, у тебя появилась какая-то бы идея, скорее всего, ты бы взяла 10 реализаций и одну идею, или ты бы взяла 10 идей и на каждую сделала одну реализацию дорогую. Вот как бы ты Это поступала? хороший вопрос. Очень сильно зависит от ниши, очень сильно зависит от моей ЦА. То есть, да, если у меня узкая ЦА, Мгм. то я бы взяла одну идею и 10 реализаций. Мгм. Если у меня широкая ЦА, то я бы взяла 10 идей и 10 реализаций. То есть как бы это очень индивидуально, скажем. Но нет как бы конкретного ответа скорее на вопрос, да, что важнее, там, идея или реализация. Потому что, ну, мы знаем наше время вообще. То Мгм. есть чем проще ты относишься к реализации, тем как будто бы это более натурально выглядит там, и так Мгм. далее. Но опять же, мы последние несколько месяцев, мы вообще от натуральности, скажем, уходим в это, там, нейронные все эти генерации и так далее. Поэтому, конечно, раньше, например, какую-то сложную гениальную идею, ее было намного сложнее реализовать. И это сразу, да, какие-то масштабные бюджеты, какие-то невероятные сроки. Сейчас мы можем эту идею как-никак ее довольно быстро реализовать, и это будет выглядеть все равно качественно. Вообще любой практически бизнес, там, Да. даже малый, он может сделать очень красивые картинки, все красиво преподнести. Ну, красиво и качественно это не равно. Да, Да. но при этом вопрос, будет ли оно работать на вот эту целевую аудиторию. Потому что, ну, я, например, там вот в нашем просто городе, в котором мы живем, вижу кучу проектов, у которых прекрасная как будто реализация в плане там продакшена какого-то, да, и так далее. Вообще вот вопрос сейчас встает, как будто нужен ли продакшн, да, Да. полноценный. Я думаю, что пройдет там год, и, может быть, он уже и будет, и не нужен. Ну, Потому что продакшн просто видоизменяется, то есть меняются специалисты. раньше, когда ты, ну там, не знаю, 3 года назад запускал какой-то бизнес, сделать даже просто элементарно красивую картинку было сложно. А для этого нужно было нанять команду, нанять там профессионального какого-то видеомейкера. Сейчас мы там на съемку приходим, на телефон сфоткали, в чат GPT отправили, и он сделал профессиональную фотографию из этого. Ну, не Да, то, что мы не, так делаем, но так можно не то, что сделать, мы так да. делаем, да, но так можно сделать. То есть Да. можно прийти с телефоном, нафоткать и отправить это в нейронку, она обработает тебе. Мгм. То есть, ну и понятно, что дальше
дальше это будет только улучшаться. Соответственно, и бизнес из-за этого меняется. То есть из-за того, что Скорее, раньше... скорость реализации идей меняется, от этого бизнес меняется. То есть, если раньше, да, там от идеи до первых запусков там должно было 2-3 месяца пройти, например, если мы говорим про крупные какие-то бизнесы, да, то сейчас это гораздо проще, быстрее сделать. Мгм. То есть, если там говорить про какие-то группы компаний огромные, у которых там огромные воронки с тысячами точек входа, раньше, чтобы хоть какое-то изменение внести, там, кстати, еще важный момент, да, что когда мы говорим идеи, равно ли это концепт, потому что концепт-то как бы он все-таки должен быть один. И вот сначала проверяют он его, потом проверяют идею, насколько она бьется с этим концептом и насколько она вообще понятна, скорее. Вот, ну да, конечно, скорость реализации идей растет и качество растет. Если раньше можно было сделать быстрее, хуже, то сейчас мы можем сделать так же качественно, но намного быстрее. Это вот как, вообще как проект, да? Как Да. себя ощущаешь в таком времени? Потому что я, например, очень сильно привык, и я абсолютно готов к тому, что мы завтра проснемся, И и все весь мир вообще маркетинга, он по-другому. поменяется. Да, я Да. действительно как будто к этому готов, потому что если вот вспоминать там год назад, каждый там пару месяцев, может быть, что-то менялось, может быть, раз в 3 месяца что-то менялось, но глобально все было одинаково. То есть сейчас мы там на каждый делик приходим, и уже есть что-то новое. Там вот, Это да. в понедельник я на делик прихожу, и Но, на я мой уже... взгляд, глобально все еще одинаково. То есть Это понятно. основные, да, столпы маркетинга, они не изменились. Изменились инструменты, изменилось восприятие потенциального клиента, да, то, там, как если говорить про баннерную слепоту там, и так далее. Просто нужно держать скорее руку на пульсе и не загружать себя какими-то лишними рамками, которые потом будет сложно снести для того, чтобы построить новые. То есть нужно изначально максимально гибкую структуру выстраивать, да, и вот эта скорость, она как раз и помогает в этой гибкости. Почему я говорю про то, что лучше взять сразу несколько идей и их реализовать, потому что мы вот завтра проснемся и поймем, что вообще ни одна из них как бы нет. А если бы мы взяли одну идею и реализовывали ее несколько недель, и потом такие проснулись, и все, Мгм. ну что тогда? Нам вообще заново весь процесс нужно запускать. В этом и проблема, потому что я, например, готов, да, к тому, что там завтра у нас целевая аудитория полностью поменяется в Да. агентстве. И вот это недавно было, на самом деле, там, Мгм. мы проводим какие-то запуски, мы знаем примерно, какой возраст, например, целевой аудитории, и там 4-5 дней назад я увидел, что за все время в там, кабинете на самом деле недорогие заявки и релевантные приносят другой возраст. Я его поменял. Изначально есть вот эта идея, и какая бы она классная ни была, как бы я хорошо не понял вот этот конкретный возраст, если я не могу сделать реализацию, то есть обработку этого клиента, реализовать эту идею, то смысла в ней как бы и нету. Ну да, вообще. Зачем мне эта идея, если я не могу ее никак реализовать? Ладно, хорошо, опять хороший вопрос. Не сказала бы, что идея бесполезна без реализации, потому что любая идея, она позволяет родить другую идею, да, например, или ты можешь, например, проверить жизнеспособность идеи даже без ее реализации. Это какие-то вот раньше это делалось с помощью фокус-групп. Ты не готовую реализацию даже должен показывать, а вот элементарно достаточно, как я думаю, все делают, спросить среди там 20 друзей. Нет, конечно, лучше открыть статистику, посмотреть, если она есть. Вообще статистику нужно сохранять, особенно если что-то проверяется. Есть смысл всегда вернуться там 3 года назад и посмотреть, несмотря на то, как меняется рынок, как меняется маркетинг, да, все равно, то есть это не бесполезные данные. Не знаю, то есть ты говоришь про то, что лучше одна идея, чем 5, грубо говоря. Лучше одна хорошо реализованная идея, чем 5 плохо реализованных. Ну, плохо реализовано — это если идея, плохо передана. Я не про это говорю, я говорю про простоту реализации. Любая идея, какая бы гениальная она ни была, она должна быть понятна, целевой аудитории. И в идеале еще, чтобы она вызывала какой-то эмоциональный отклик и еще какой-то доп. Вопрос у них, да, в голове, который у них зарождается, и они начинают вообще про это думать. Это как, грубо говоря, в фильме «Начало». То есть нужно зерно посадить. А когда люди пытаются сделать вот эту вот идеальную реализацию, они упираются только в один, так сказать, путь мышления, который должна вызвать эта идея и реализация. Когда ты немного проще реализуешь идею, могут возникнуть неочевидные выводы, да, и неочевидные мотивации у тех, кто с этой идеей сталкивается. То есть, когда слишком хорошо реализовано, это очень узко. И когда мы говорим про узко, для того, чтобы масштабировать что-то узкое, нужно проверить, что именно это узкое работает. Но, конечно, если мы говорим про какой-то крупный бизнес, ты можешь, опять же, 5 идей очень круто реализовать в очень адекватные сроки и очень круто все это проверить. Но в наше время, конечно, есть более простой способ, например, найти тех, кто уже реализовал эту идею, и посмотреть, как у них это работает. Ты имеешь в виду исполнителей или тех, кто уже сделал этот Конкурент. бизнес? Потому что мне кажется, в наше время нет каких-то прям супер новых идей.
То есть это все равно, все вытекающее из того, что кто-то уже делал. Мгм. Грубо говоря, я вот в маркетинге, да, там больше 10 лет, и, ну, все сильно поменялось, конечно. Метрики на самом деле очень сузились. Они как бы и расширились, стало больше, но они стали более как бы узкие, Мгм. и очень много данных, очень много цифр. И вообще метрики — это уже сейчас такой инструмент, скорее даже не для потребителя, а больше для того, кто предоставляет эти метрики, да. Там, Мгм. например, вот Мета, как она манипулирует нами в том числе, этими метриками. Зарабатывают, потому что Ну да, потому что они тоже на этом зарабатывают. То есть, любой инструмент, который вот новый, на нем все зарабатывают, кто-то на нем зарабатывает. Мгм. Вот, поэтому здесь нужно просто уметь видеть реально важное. Так же самое, как если неправильно сделать тестинг, ты неправильные выводы получишь. Конечно, если ты уже понимаешь, что именно эта идея будет работать, то, конечно, нужно ее очень круто реализовывать, делать сразу качественно, делать сразу классно и, возможно, даже сразу масштабно. Но если эта идея, вот как у малого бизнеса, когда они приходят, я вот хочу вот так, потому что я там где-то на Бали увидела, что вот так, и у них там это работает, и мне это нравится, мне это откликается, и вообще мои отсылайты такие же, как я. Ну, блин, окей, мы можем, типа, конечно, так сделать. Но будет ли это реально работать? Ну, мы поймем только после того, как потратим уже время и деньги на реализацию. То есть я все равно за то, чтобы минимально, как бы, да, затратить эти проверки на первых этапах и Ну, потом вот у уже меня масштабировать. насчет вот метрик и статистики очень сильно изменился взгляд на вот это вообще все, потому что, ну, я очень долгое время прямо верил в то, что если есть статистика, она четко отвечает на определенный вопрос. Я раньше не мог, например, там чуть более глубоко, да, на это посмотреть и пойти, не знаю, дальше какой-то статистики, прям, которая уже Мгм. у нас находится вот в руках, потому что для меня все оценивается в каких-то там цифрах, четких показателях. Вот здесь вот есть четкая метрика, да, мы на нее смотрим, сделаем какой-то вывод, идем дальше. И у меня очень сильно поменялся взгляд на это, когда наш клиент, да, в какой-то момент посмотрел на очередную нашу статистику и сказал: давайте все вот это не учитывать, типа не Не надо учитывать. нам вот эти ваши цифры Да, рассказывать тут, да. показывать. Давайте вообще забудем про вот эти все показатели, вернемся прям назад и просто попробуем сделать вот так, как я чувствую. Мгм. Да? Да, Ну, изначально звучит, конечно, так себе, да. да. Вроде сделать, как я просто чувствую. Вот я думаю, что сработают вот такие вот креативы, если Мгм. сделать вот такие настройки. И в целом, изначально, как мне показалось, это работать вообще не будет. Условно, я говорю, что у нас здесь все пойдет в минус. Все вообще, Мгм. просто все упадет. Он говорит, и пусть упадет, и Ага. пусть оно упадет, ничего страшного, зато клиенты будут. Ну и, собственно, мы протестили это и попробовали сделать, как он чувствует. Ну, мы всегда гибко подходим, и если мы слышим мнение человека, который занимается этим, не знаю, 15 лет, да, почему бы не прислушаться к нему, Конечно. и, ну, нет смысла там делать только то, что мы умеем хорошо делать, вот, можно это классно реализовать как раз. И мы это сделали, прошло пару месяцев, и мы видим, что проект просто невероятно растет. И при этом даже через там 3-4 месяца и метрики уже подросли. Просто для этого потребовалось там не 1, не 2 месяца, там, а 3-4. Ну, тут зависит, какие метрики. Может быть, там произошла смена аудитории просто, из-за этого метрики низкие. Это всегда такой период. Ну, я думаю, что изначально просто было недостаточно охватов, как будто просто, ну, реклама мало там открутилась. Но при этом ту линию, которую он помог нам, так скажем, выстроить, она Мгм. помогает нам уже там больше года работать. И там как раз такая ситуация, что есть какая-то идея, и мы сейчас быстренько ее как-нибудь реализуем. Я помню, как там вот мне звонят Вот я хотела сказать, да, на что выходных. как это мы сделали. Давайте на выходных вот там что-нибудь запустим вот Мгм. такое. Вот. И все, запускается одна рекламная кампания, она работает просто невероятно. Ну, то есть, и потом вот, когда я начал спрашивать, да, а почему вот так, а почему вот, условно, есть проекты, в которых люди там сидят 2 месяца, что-то придумывают, пытаются там реализацию какую-то дорогую сделать, там все вот так вот прям вот, и у них не работает. А здесь мы придумали, вот кофе пили, сидели и такие: а давайте вот так сделаем, давайте, все. И сделали. Но И это оно же не заработало. так было. То есть человек 15 лет в этой Да, да. сфере. И То вот есть как это то, с раз чего я начинала, что опыт очень важен и насмотренность. не такими словами, но по сути он просто хорошо понимает объем рынка, аудиторию, с которой он работает, хорошо понимает услугу, которую там предоставляет, да, или продукт, который хочет показать на рынке, видит, что делают другие, следит за всеми. Казалось бы, вроде как нет, но на самом деле так. И очень четко понимает, на что будут реагировать вообще люди. То есть, как будет думать именно человек, который Мгм. увидит там его рекламу или его проект, почему он купит или не купит, да, его продукт. На самом деле в таких проектах тоже важна реализация, но как будто бы, да, если бы и не было идеи, какая бы реализация там ни была организована, любой продакшн туда придет, вот все, что, ну, что угодно он может сделать, но такой результат он никогда не даст. И вот в этом случае, например, тут уже
не работает так, как я изначально сказал, да, что вот, ну, Мгм. неважно, какая идея, типа, главное вот реализацию Ну, и вот сделать про классно. такие как Да, случаи, да. просто когда мы пытаемся попасть в этот 1%, туда все по-разному попали. Почему мы, например, не можем, да, пойти к человеку, который попал в 1%, спросить: "Слушай, как ты это сделал? Вот мы так же сделаем, да, и у нас все получится". Но так не работает. Но Он для как этого нужно, чтобы у вас ровно такой же продукт был, да. Да, для этого нужен ровно такой же продукт, ровно та же целевая аудитория. И вот все вот ровно такое же, как и у него. И не факт, что будет работать, потому что он уже какую-то Потому что часть он уже рынка. забрал свою Да, он часть уже рынка занял себе. какую-то часть рынка. И, может быть, твой там, не знаю, выход — это там, не знаю, какой-нибудь голубой океан, типа найти в этой нише там, да, вот все продают вот это, а я вот продам вот такой продукт, немножко измененный. И у каждого абсолютно вот свой путь, потому что 1% он слишком маленький. Очень трудно попасть, потому что там все разные. Вот предприниматели тоже Мгм. все разные и так далее. И у кого-то в бизнесе, как мне кажется, вот в крупном бизнесе, с которым я сталкивался, принесла успех именно реализация. Не идея изначально, Мгм. именно крупный бизнес, большой, в котором там, не знаю, ну вот прям огромные компании, которые работают. Вот, ну, не знаю, там Теслу тоже возьмем, да. Ну, какая идея в Тесле? В Тесле, как мне кажется, изначально Типа очень эко классный была. старт. Очень классный старт. То есть я там, не знаю, про Теслу первый раз услышал, не знаю, в 2016-м. То есть электромобили, там, да, вот придумали электромобили, вот это вот все. И, насколько я знаю, это не первая компания, которая сделала вообще электромобиль, но Конечно. именно раскрутила и сделала такую вот реализацию, да, именно Тесла. Ну, там было связано с личным брендом еще Маска, на мой Да-да-да. взгляд. То есть вообще, конечно, продукт, запускаемый на личном бренде, он там вообще ни идея, ни реализация как бы не сильно важны скорее. Вот, то есть тут идет речь просто про имидж, про доверие. Мне кажется, здесь еще важный такой критерий долгосрочность, да, как бы срок жизни успешной идеи, то есть, ну, точнее, срок жизни успешности какой-то реализованной идеи. То есть вот как ты говоришь, вот этот кейс, да, например, где пришел клиент такой, типа, давайте вот так сделаем буквально завтра, просто попробуем, да, потому что я вот так чувствую, ну, и я знаю, ну, я вот понимаю, что будет вот это работать. Мы ее быстро реализовали, довольно просто. Понятно, да, как бы с умом, там все правильно, конечно, там какие-то запасные варианты, наверное, учли, когда запускали, не только, как он сказал, я думаю, что мы сделали пошире. Вот она уже год работает. По сути, к ней можно вообще не прикасаться. Чисто так проверять иногда, как она работает. А вот с хорошо реализованными идеями, вот они могут... Вот гениальная идея, гениальная реализация, да, это часто вот с фэшн-брендами, какими-то такими гламурными, глянцевыми историями. Такая идея, она дает очень классный бум обычно, да, такая реализация такой идеи. Но потом она очень быстро стухает. То есть она вызывает вот эту реакцию, которую как раз и хотел клиент. Но в наше время настолько много чего вызывает, столько реакций, что человек просто, ну, он отреагировал и забыл. Конечно, лучше все таки я считаю, реализовать сначала просто. Я не говорю о том, что вообще не надо делать хорошо. Мы, например, можем через еще полгода вот этот кейс еще больше масштабировать, и как раз мы возьмем эту же идею, но мы ее более качественно и масштабно реализуем. Если бы мы начали заниматься этим тогда, то вряд ли бы мы получили такой результат. Поэтому да, конечно, смотря, какая цель скорее у этой реализации, да, на какой срок вообще рассчитано. Сейчас очень много бизнесов запускаются и закрываются, потому что они буквально за месяц могут заработать столько, сколько они хотят, и закрыть, и открыть новый. Это тоже имеет место быть. В таком случае, конечно, есть Или смысл. продать. Ну, или продать свой готовый бизнес, да, а потом человек, который его купил, такой: а чего у меня не работает?" Потому что очень узко. Она сработала узко, она очень круто сделана, но она узкая. Но будет или не будет он работать после продажи, это же в том числе вопрос процессов, как они настроены в компании. Это тоже, да. Есть компании, в которых собственник уйдет и ничего работать не будет. А есть компании, в которых собственник может вообще ничего не делать практически, и оно будет продолжать. Да, но обычно там просто есть человек, который принимает за него решение. Да, как-то Вот. Типа того. Конечно, нам всем хочется любую свою идею там реализовать классно. Особенно, например, да, какой минус есть обратная сторона вот этой простой реализации, про которую я Мгм. говорю. Если вдруг она плохо сработает, Мгм. будет вопрос, она плохо сработала, потому что идея плохая или потому что реализация плохая. Тут уже нужно проверять, нужно смотреть, как именно она плохо сработала, да, вот про то, что 1000 метрик мы смотрим, нужно понимать, какие именно с чем сравнить. Или, например, у нас очень классные метрики, все супер, а потом резко упало. А мы не учли просто какой-то фактор, который в метриках не учтен. Ситуация там с погодой или какое-то наводнение, еще что-то. Ну, то есть что-то, что нам не подвластно, и мы можем даже не знать. Особенно с проектами, которые работают сразу на несколько стран, Мгм. сразу на много локаций, в которых куча этих факторов.
И очень часто можно вот эту классную идею, которая классно реализована, она просто вовремя была. Так совпало, что она вот в этот момент именно попалась, да, там, потенциальному клиенту на аудитории, и она очень круто сработала. И потом она хоп, перестает работать. А почему? А потому что просто вот именно в тот день или в ту неделю происходили какие-то события, которые подтолкнули людей именно на это среагировать. Есть еще такой фактор, если Мгм. мы будем смотреть на мир маркетинга, на мир агентств, да, и тех, кто предоставляют, по сути, услуги и идей, и реализаций, это, собственно, мы. Да, Вот если посмотреть весь объем, чаще всего это именно реализация. конечно. Есть агентства, которые занимаются идеями и тем, что они придумывают там креативные решения какие-то для проектов или придумывают вообще проекты с нуля. Концепт скорее, да-да-да. Да, но конкретно платят деньги за реализацию. Конечно. То есть люди, которые открывают бизнес, они изначально не так сильно ценят идею, потому что считают то, что у них уже есть идея какая-то, которую они будут реализовывать, да, и тут Мгм. вопрос остался реализации. Поэтому основной, ну, массив вот всех денег, которые есть там в маркетинге, это все-таки про реализацию, так или иначе. Да, раньше, кстати, было наоборот, да. Раньше покупали идеи, Мгм. покупали концепт Мгм. больше. Я не знаю, там, если вспоминать какие-то культовые Хайнс, там, всякие такие вот. Это же все изначально про идею. Это не так, что там владелец компании такой, вот я хочу, чтобы было вот так, чтобы все ели картошку с кетчупом. Это придумали маркетологи, да, то Мгм. есть это концепт. Раньше маркетологи больше занимались именно идеями. И потом там были еще люди, которые проверяли жизнеспособность этой идеи. Не так, что это какой-то отдельный пункт в смете. То есть мы для того, чтобы сделать проект успешным, мы в любом случае должны придумывать идеи. А именно наша работа больше заключается вот именно процессы, а не больше про реализацию, конечно. Ну вот если даже представить, что вот у нас там, не знаю, здесь лежит 100 тысяч долларов, к нам заходят люди вот по одному. И каждый рассказывает про какой-то свой бизнес и так далее. И мы выбираем, кому дать денег, кому выделить деньги на то, чтобы мы получили какой-то процент в бизнесе, а они, соответственно, начали развиваться. Как мне кажется, вот если бы у меня были эти 100 тысяч, да, и я их отдавал, я бы выбирал не того, кто пришел и сказал: так, ребят, я придумал такое, вот идея такая, 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 продуктовая линейка вот такая, вот у меня все в презентации классно сделано, я все придумал, все будет работать. Я не верю в Я презентацию. никогда не дам ему 100 тысяч. Я тоже. Но если к нам придет человек, который скажет: вот у меня 10 человек команды, вот мы делаем супер простой бизнес, а он уже работает, и у нас вот такие вот показатели. Конечно, все хотят уже работающий Конечно, бизнес. конечно, мы дадим деньги тому, у кого крутая реализация Я уже бы есть. даже, знаешь, даже я бы скорее дала деньги тому, может быть, у кого нет команды, здесь человек, а он сделал сам, и он, когда он рассказывает, он не говорит, что вот я придумал, и это вот работает. Ага. А он говорит, что, знаете, изначально я придумал вот так, но когда я попробовал, да, друзьям, дал, например, там, друзьям попробовать, я решил изменить вот это. Человек, который размышляет вот так и вообще свои действия, да, как-то регулирует и понимает, что может реальность, она не совпадает с его восприятием часто, то вот я такому человеку скорее дам деньги, потому что если этот человек поймет, что эти 100 тысяч начинают теряться, то он предпримет что-то для того, чтобы это изменить, а не будет дальше пытаться долбить вот эту вот идею, потому что она такая гениальная, и там моя подруга сказала, что она будет работать. Ну да, я бы смотрел на то, что он говорит: я сделал. Я Я уже сделал сделал. и проверил, и сделал выводы, и изменился. Да. Вот это скорее да. Потому что то, что ты что-то придумал, ты молодец, но Мгм. как оно будет в реальности работать, никто не знает. На Да-да. самом деле никто не ответит на этот Мы вопрос, все могут пока ты... предполагать, но никто не знает точно, Да. абсолютно. Это 100%. Это всегда И пальцем в небо. если у него уже есть хоть какая реализация, любая вообще реализация, и она действительно каким-то образом работает, понимаем, что есть 10 факторов, которые мы можем улучшить в его бизнесе, да, за счет этих Да. денег, ресурсов. Он получает помимо своей там, ну, в бизнесе ресурсы это не только деньги. Он понимает то, что условно это будет работать, тогда мы ему и даем деньги. Но помимо этого нужно еще смотреть, какие у него другие Ну, ресурсы, кроме конечно. денег есть. Да, опять же, потому что человек, который, вот, которому дадим эти деньги, да, у него уже есть какая-то статистика, у него уже есть какие-то данные. Когда у тебя ноль данных, конечно, ты не можешь сделать вывод. Ты можешь сделать вывод, точнее, но ты будешь отталкиваться от там каких-то личных своих суждений, да, эмоций. Поэтому всегда вообще наличие информации, чем больше информации внутри бизнеса, тем, конечно, проще. У нас были кейсы, когда мы приходим, говорим: вот давайте делать вот так, я обычно когда говорю, там, давайте делать вот так, посмотрим, если это не сработает, то мы будем делать вот так. То есть у меня сразу есть план, что мы будем делать, если это не сработает. Я всегда про это думаю, да. Ну, стараюсь, по крайней мере, это учитывать. И мы пришли, да, сказали, это работало, скажем так, ну, средне, это неплохо работало, как будто можно было это масштабировать, но при этом человек приходит к нам и говорит: блин, вы знаете, я вообще вспомнил тут, что там 2 года назад мы попробовали вот это делать, и оно вообще очень круто сработало, но потом у меня сменилась команда, там еще что-то, все про это забыли. И говорит, что вот так делали, ну, и мы повторили, по сути, сделали то же самое, но более современной реализации, да, как бы там, с учетом всех своих там опытов, и это действительно сработало там в 100 раз лучше, типа, и работает.
работает. То есть мы понимаем, что нам теперь надо делать только вот это и вот это. Все. И мы даже можем вообще не думать, потому что эта идея, она работала 3 года назад, она работала полгода назад, и она заработала сейчас. Все. То есть идея, проверенная временем, вот ее лучше масштабировать, уже классно реализовывать там и так далее. Потом ничего не делать. А потом, ну, в смысле, ничего, реализовывать постоянно эту идею. Наслаждаться жизнью. Не так же, что ты один раз все реализовал, то есть всё равно актуальность и визуалы, как бы это все постоянно нужно менять. Вот раньше можно было один баннер сделать, и все, и он будет работать, там 5 лет висеть на одном месте. Не знаю, у меня баннеры по полгода работают. Ну, по полгода, вот, а раньше 5 лет могли Ну работать. да, да, То есть да. я вот про это. Просто временные рамки сузились, увеличилось количество возможностей, вообще инструментов, и поэтому даже вот в айтишке, если посмотреть, если раньше IT-продукт делали, развивали там 5 лет, 6 лет, да, какую-то программу, там, я не знаю, решение, и только после этого ее там запускают и проверяют жизнеспособность, то сейчас мы в мире, где все только на MVP работает. То есть, да, это minimum valuable product, это то, что ты максимально быстро реализуешь и сразу запускаешь на рынок и смотришь, как это будет работать. И при том, что когда ты это реализовываешь, ты изначально его реализовываешь довольно гибко для того, чтобы... Ты изначально понимаешь, что что-то сейчас будет не так, но ты не знаешь, что именно. Ты как бы себе оставляешь вот эту возможность что-то изменить. Конечно, если меняется полностью весь концепт и вообще идея, то это абсолютно новый продукт. Но чаще, конечно, достаточно просто скорректировать. А для того, чтобы скорректировать правильные вещи, правильно ее скорректировать, нужно сначала запустить этого кролика на рынок и посмотреть, как он будет себя вести. Может быть, такая спорная идея. MVP за месяц можно сделать. Да, я вот просто подумал о том, что вот все еще представляю этот пример, да, что к нам кто-то пришел. Мне кажется, когда ты начинаешь какую-то идею, реализацию какой-то идеи и так далее, есть такой вот фактор, и на самом деле всех предпринимателей можно поделить вот на таких два типа. Кто-то, когда вкладывает в какую-то идею, потому что тебе в любом случае нужен ресурс. Да, вот мы забыли, например, там про энергию, команду и так далее. Вот у тебя есть, например, деньги. Это легче всего посчитать и понять, как человек к ним относится. И когда человек приходит, вот они делятся на два типа. Первый тип – это тот, который считает, что есть много денег, есть мало денег. Или есть там, не знаю, нормальное количество денег. А есть люди, которые понимают, что когда они открывают какой-то бизнес, да, или вкладываются в какой-то проект, нет много или мало. Потому что, ну вот у меня на самом деле было такое, то что раньше, когда я вкладывал какие-то деньги в агентство, там еще в какие-то бизнесы, я к ним относился так, что вот на эти деньги можно было бы купить вот столько. Или там это огромная сумма для меня лично. Мне очень сложно ее как-то вложить. И потом я перешел немного на другой формат, когда я понимаю, что есть какая-то сумма, я ее беру, складываю на отдельную карточку, у меня есть отдельная карточка для этого. Вот, я складываю на эту карточку, и все, для меня это больше не деньги. Я про них забыл. У меня Это нет, ресурс. да, у меня нет этих денег. У меня есть просто ресурс, который я могу потратить на трафик, на команду, еще на что-то, да. И вот в этот момент, когда ты только начинаешь это делать, очень сложно грамотно распределять их, потому что когда ты понимаешь мало или много денег, ты пытаешься их как-то аккуратно распределять. Вот здесь вложить, вот здесь, насколько это там рискованно или нет. А когда ты начинаешь к этому относиться как к ресурсу, все становится намного проще. Ты такой, так, трафик, ну вот можно выделить вот столько, да, ты посчитал там примерно и вложил. И очень сложно вот на этом этапе, когда ты перестроился, потом перейти в формат того, что да, это ресурс, но им нужно очень грамотно управлять. То есть нужно прямо посчитать вот это, вот это, вот это, вот это, да, и прямо грамотно распределить. Прям табличку сделать. Прям табличку сделать, да, прямо расписать все. И когда ты изначально не относишься к этому как к деньгам, очень сложно к этому так относиться вообще в целом. Более серьезный такой подход применить. И мне кажется, что вот многие, кто, ну, с кем мы общаемся, да, многие из них, вот они как раз делятся на такой вот тип, те люди, которые понимают, что это вот четко прям ресурс, мы просто распределяем его таким вот образом, как мы придумали, грамотно, да, аккуратно, но при этом мы не относимся к этому как к деньгам. А чаще всего малый бизнес или предприниматели небольшие относятся к этим ресурсам как к деньгам. Конечно. То есть они думают, что это деньги. Ну да, это как считать, сколько ресурсов мы на одну единицу, например, да, там нашей экшн-план, там, и сколько на каждый шаг, да, мы тратим. Конечно, нужно воспринимать это как одно целое, потому что оно по отдельности работать не будет. И да, мы сталкивались как раз именно с малыми, да, бизнесами, часто такая проблема есть, что они воспринимают вот именно в рамках единицы, то есть вот такая единица количества денег на такую единицу ивента там или какого-то события, да, тратить, и все. А здесь, конечно, это неправильный подход, потому что часто, чтобы какая-то даже идея заработала, ее нужно много раз реализовать. И для того, чтобы там у людей отложилось в голове, что они начали себя с этим ассоциировать и так далее. Поэтому, конечно, там первые 2-3 единицы, они будет казаться, что ты впустую тратишь деньги или даже в минус. И вот здесь, конечно, важно не тормозить
все процессы там, и говорит: "Всё". И в итоге ты вернешься на вот эту нулевую точку, и ты в любом случае, ну, опять можешь оказаться в этой ситуации, где ты опять будешь в минусе. Конечно, нужно идти дальше. И для того, чтобы идти дальше, как раз вот нужно воспринимать это как ресурс. Про то, что почему нужно там обратно все, что ты заработал, там обратно вкладывать, например, все вкладывать обратно в развитие. Это, ну, далеко не всем очевидно. Многие хотят просто заработать и уйти. Ну да, ну подводя такой небольшой итог, мне кажется, что идея именно на самом начале, когда мы с тобой просто разговариваем, мы что-то придумали, действительно стоит не так дорого, потому что их очень много. Очень у многих людей есть эти идеи. Но это как в том ролике, знаешь, там, где все идут, вот что-то копают, да, и пришел только последний. Это тот, кто копал дольше всех. Да, Вот. да-да, это история И такая. как бы у всех людей есть какие-то идеи, и все что-то придумывают. Но второй этап — это даже не реализация, а в начале самой реализации есть вот концепция, да, про то, о чем ты в том числе говорила. То есть, когда мы придумываем, а каким образом реализовать эту идею, это тоже, по сути, мини-идеи, как вот реализовать это Да. вот все. Вот этот этап уже дорогой, наверное, самый дорогой, потому Мгм. что привести человека, который там на камеру будет снимать тебе, да, или привести человека, который будет там что-то вообще делать в твоем бизнесе, это как раз тоже дешево. Ну, дешево, потому что он будет делать то, что ты ему говоришь. Да, я имею в виду, вот в Да, рамках бизнеса это не так дорого. да. Вот. А первый этап получается, когда у тебя только появилась, там, не знаю, на кухне с друзьями сидели, придумали идею, тоже дешево. А вот когда вы придумали, а каким образом мы реализуем эту идею, может быть, супер простую, И какие идеи но, могут выйти из этой идеи, да, конечно, да. но Потому что так, чтобы она прям заработала, и чтобы рынок там, вот, чтобы она условно, заработала и работать продолжала, да, да. Вот это дорогой этап. Вот это конечно. самый как будто дорогой этап. Поэтому, наверное, ответ на вопрос не идея, а начало реализации. Правильная реализация, да. Может, не какая-то классная, там, Мгм. идеальная реализация, да, а именно правильная реализация, да. Потому что если реализовать неправильно, ты даже не сможешь посмотреть, как это сработало, как минимум. Да, ты запустил там эту идею, и что, и, ну, хорошо, там, типа, больше лайков стало. Но это не значит, что она стала больше клиентов. Или, может быть, это значит, что она станет больше клиентов через полгода. И вот как вот это? Вот здесь очень важно, конечно, правильно реализовать. Разместить изначально метрики, в правильное время это сделать, да, понять. Много, очень много факторов, которые нужно учитывать, и в каждом бизнесе они свои. И в этом, наверное, и сложность, что ли, project management в моем, ну, в моем понимании. Наверное, многие со мной не согласятся. Но project management — это не про то, там, следить, кто сколько тратит времени на что, а понимать, какие есть пути. Очень часто это один какой-то путь. В моей голове это несколько путей. Мгм. Вот он начинается, а потом идет развилка. Мгм. Вот. И зависит от того, как мы посмотрим, как эта идея сработала, да, наша реализация, мы уже выбираем один из готовых путей, который я как бы заранее там в своей голове или там в наших табличках отразила. Ну, а я вижу со своей стороны задачу, как в бизнесе, да, сделать что-то ненормальное, что никто не делает, или, ну, придумать что-то Ну, ты такое, предприниматель. а потом это в табличку, да. А потом это вот в табличку расписать, вот все вот это продумать и потом начать реализовывать. Ну, как будто бы это всегда неочевидные какие-то идеи, даже если она очень простая, да, тебе может 10 человек сказать, что, слушай, это все делают. Ну, смысл ты будешь это реализовывать. Но ты Мгм. понимаешь, что эти 10, которые уже это делают на рынке, они делают это не так, как можешь сделать ты. И вот в этот момент у тебя бизнес начинает работать. Да, да. Ну, когда ты сужаешь еще, конечно, более четко бьешь в аудиторию. Наверное, все. Наверное, Спасибо, что пришла. да, Вот. взаимно. Надеюсь, Было будем приятно продолжать. пообщаться. Подписывайтесь на канал. Да, подписывайтесь на канал. Да, Если нужна дорогая реализация, это к мы нам. за успешные бизнесы. Да. Любой бизнес может быть успешным. У нас очень многие проекты успешны. Ну, Всё. 95%, наверное. Да, Ну, и 100% тех, кто с нами продолжает работать. Вот. да. 5% те, которые как раз вот на этом этапе Для меня это, начинают кстати, вообще сомневаться. это для меня удивительно, потому Для меня что это всегда очень обидно. Это для меня всегда самое обидное прям, потому что вот я иду, вот мы ведем, и я понимаю, что вот еще 2 шажка, вот еще 2 шажка, и мы вот у успеха. И вот самое обидное, когда обесценивается вот то, что весь путь, который мы уже прошли, это самое обидное для меня, да. Это потому прям что вначале ты очень много вкладываешь теряется ресурсов мотивация, все теряется. в проект, в это, да. Потому что проект, когда мы берем, даже если он приходит там на месяц изначально, я в любом случае, да и ты, я думаю, мы Там очень мы много думаем про обсуждаем. то, какой Да, он будет через год, как да. его сделать таким, какой он будет через год, Потому что через нам не всё равно. полгода. Ну, конечно, да. Ну, а смысл, да, просто Да. делать? Ну, то есть просто реализовать — это скорее про продакшн как раз, Мгм. который сейчас как раз, может, и не нужен. Мне нравится, что нам не все равно. Это классно, мне кажется, потому что агентский бизнес, он такой, Да, надо корпоративного психолога скоро будет. скорее всего. Ладно, все, Всё, пока. спасибо. Пока. Мгм. Всем пока.